Итак, сегодня у нас урок посвящен карандашам, которыми мы будем рисовать эскиз, и это очень важный момент, поэтому я хочу заточить ваше внимание на заточке карандашей. Абракадабра. Смотрите, карандаши есть, условно, двух видов сейчас. Это карандаши, которые нужно точить, либо лезвием, либо чем-то, чтобы они были острые. И это карандаши самозатачивающиеся, у которых вот ниточка вот здесь вот снимается стружка, и перед вами такой широкий грифель, довольно плотный, которому можно придать любую форму. Для вот таких карандашей, конечно, их можно точить и вот этим ножом, как мы это делали в школе все, или лезвием, которое продается, вот одноразовое лезвие, тоже очень удобно затачивать, острыми делать. Но сам грифель вытачивать неудобно, я использую вот такую штуку, потому что я художник, и этот карандаш достаточно плотный для того, чтобы его заточить таким образом, чтобы он вообще рисовал просто вот как нитка, тонкие линии. Вот обратите внимание, какое прикосновение тонкое получается. И только нажимом я буду регулировать, чтобы линия становилась ярче или наоборот она была легче. Чтобы уже он был совсем тонким, я могу взять бумагу и в процессе, в принципе, во время работы вот таким образом я часто затачиваю еще тоньше, чтобы линии становились кончик, потому что, буквально там несколько штрихов прорисовав, я понимаю, что он начинает рисовать толсто для меня или для клиента, особенно если это какие-то детские брови. Я затачиваю снова, у меня опять этот кончик очень тоненький, и все, дальше мне тоже удобно рисовать. В чем минус этого карандаша? Рисует не на всех кожах, он достаточно жесткий, но в общем и целом достаточно хорошо рисует, и линии видны хорошо и стираются не так уж легко, особенно если фиксирующую пудру использовать. А в чем минус его? Вот здесь можете увидеть, как бы уверенно ты не вел линию, она все равно какая-то подрагивающая, то есть это очень похоже наверное, на машинку, как вы работаете, когда вы напыляете волоски, прорисовываете. И неудобно точить, конечно, не у всех есть вот такие аппараты, а когда будешь точить вот таким лезвием, скорее всего, будет ломаться грифель. Ладно, но тем не менее, как я уже говорила, я набираю вообще все возможные карандаши. Я сейчас в поиске того самого идеального карандаша, которым классно отрисовывать эскиз. Но я еще не нашла, мы ведем переговоры. Как только найду, я обязательно всех оповещу. Карандаш, которым я довольна. А пока я под каждую конкретно кожу подбираю в процессе. Начинаю рисовать, нравится, не нравится, опираюсь на это. Итак, у нас вот эти вот затачивающиеся карандаши. Я не люблю, когда он сильно торчит грифель, но тем не менее вот это, например, мало, нужно еще. То есть где-то, наверное, в районе сантиметра, чтобы был грифель виден, и потом уже я его затачиваю. Каким образом? Это важный момент. Кстати, пока что лучшие карандаши, какие мне попадались, это карандаши вот с самым широким грифелем внутри. Видите, этот потоньше, я просто на нем сейчас покажу, как затачивать, но на самом деле я выбрала для себя другие карандаши сейчас в работе. Что я делаю? Я ставлю палец прям вот в упор, кладу карандаш на свой палец, чтобы он от давления лезвия не поломался. И затем я вот такими аккуратными движениями, неспешными, снимаю вот эту стружку. Причем снимаю с одной и с другой стороны. Вот я не двигаю его, видите, мне нет задачи сделать его круглым и острым, у меня есть задача сделать его плоским. То есть, когда я вижу, что я с этой стороны сняла половину практически, я переворачиваю карандаш, прислоняю палец вот к этой части, которой только что я снимала стружку, и начинаю делать то же самое с противоположной стороны. Ни пальцем, ни лезвием я не давлю, вообще никакого практически давления нету, потому что иначе карандаш поломается. Тем более, что они все разные. Есть мягкие, есть жесткие, есть настолько жесткие, что его прям сложно поломать. И в конце уже, когда я понимаю, что он может поломаться с одной стороны, я вот так вот верчу и смотрю. То есть моя задача сделать его таким же тонким примерно, как лезвие, которым я точу карандаш, понимаете, да? С одной стороны, с другой стороны я убираю лишнее не спеша, потому что это инструмент для работы, который будет оставлять те самые идеальные линии, которые вы потом будете фиксировать уже иголкой. А пока что нам нужно вот этот инструмент научиться правильно использовать. То есть вот, смотрите, я заточила карандаш, он стал прям тоненьким.
и он уже будет оставлять интересную линию. Причем, смотрите, у него может быть рваный грифель, потому что когда мы его точили, он там немножко ломался, да, то есть я его могу выпрямить вот таким образом, чтобы он рисовал такую хорошую ровную линию. Теперь этот карандаш будет оставлять, посмотрите, какой идеальный волосок. То есть он гораздо более идеальный, чем волосок, который оставлял круглый карандаш, заточенный в линию. Почему? Потому что это, по сути, как лезвие. Получается такое длинное прикосновение сразу, и также с тонким началом и с тонким окончанием. Причем, чем жестче карандаш, тем интереснее получается линия. Вот тоже другой карандаш, например. Я уже даже не помню, что это за карандаш. Просто вы должны найти карандаши, которые подойдут нескольким типам кожи. Жирной, нормальной, сухой. На сухой коже сухой карандаш практически не рисует. То есть вы будете давить, а линия не будет оставаться. На жирной коже жирным карандашом рисовать тоже очень неудобно. Вы будете давить, все будет расплываться и слишком ярко оставаться. Поэтому на разных кожах разные карандаши используем. Обратите внимание, что вот эта линия, она прям легко и идеально остается, даже если я быстро двигаю. Им легко прорисовывать связки. То есть уже очень долгое время я рисую вот такими широкими карандашами. Такие есть еще тоже карандаши. У них очень твердое лезвие. Сейчас я его подточу. Но на некоторых кожах офигенно рисует и довольно хорошо держится в процессе. Карандаши вам нужны темно-коричневые и черные, потому что на брюнетах, естественно, вы будете рисовать черным цветом, а коричневым цветом на всех, начиная от русых и заканчивая такими шатенами, каштановыми бровями. Потому что коричневым карандашом, нажимом и количеством штрихов вы будете регулировать насыщенность. А черный будете добавлять на брюнетах. Вот смотрите, какое лезвие, какое оно тонкое. И мне насколько удобно рисовать. То есть ваша задача сегодня заточить вот таким образом карандаши и попробовать и круглым карандашом, и плоским карандашом прорисовать вот такие линии. Наклон влево и вправо. Они должны быть очень тонкими. У них должен прослеживаться такой небольшой наклон. То есть как мы делаем наклон? Не наклон, а изгиб. Это в середине примерно движения вы немножечко поворачиваете карандаш. Причем, если вы повернете его резко, то получится такая как бы запятая, грязное движение. А вам нужно прорисовать легкий, чтобы получился у вас изгиб. Причем прикосновение должно быть такое тоже плавное, то есть от тонкого к утолщению и опять к тонкому. И волоски разной длины, короче, длиннее, разные. Самое главное, чтобы они были тоненькими. Вы можете рисовать всем острием. Можно, кстати, сейчас верну сюда свой мусор. Можно, кстати, когда вы вот так вот заточите карандаш полностью, можно вот это вот аккуратно выровнять место, потому что чем он более идеально заточен, тем больший диапазон линий вам доступен. Вы можете рисовать кончиком совсем тоненькие волоски, или вы можете всей поверхностью прорисовать такой уверенный яркий волосок, если вдруг вы там хотите какую-то связку прорисовать или что-то такое интересное. Вот, можете пробовать на своей руке, какие удобные линии остаются. И тем и другим карандашом, острым, тонким, смотря какой вы выберете. Обратите внимание, что такой вот в острие заточенный карандаш рисует на коже все-таки более толстую линию, хоть он и очень тонкий. Поэтому, конечно, вы будете уже выбирать в зависимости от кожи клиента. И все карандаши заточите вот таким образом. Смотрите, иногда я круглым делаю его, то есть это как флеты и магнумы в татуировке. Круглым тоже очень легко рисовать. Круглым получается даже проще прикасаться, потому что ты прикасаешься таким как бы острием, там 2-3 миллиметра точка соприкосновения, и линии получаются вот такие очень контролируемые и изящные. И попробуйте рисовать медленно, прикасаясь к коже. Проверьте, как это. И быстрые штрихи тоже попробуйте, потому что опять на каждой коже будет свое прикосновение, поэтому владеть карандашом, точить его вы должны прям в совершенстве. То есть это ваш рабочий инструмент, который создаст идеальный эскиз, которым вы удивите и поразите своего клиента.
Вот такой урок. Несколько рядов разных линий я жду от вас с разным наклоном, с разной плотностью. То есть плотность регулируем нажимом в этом случае. И не давите так, чтобы ломать карандаш. То есть излишнее давление вообще не нужно. Встретимся на следующем уроке, будем рисовать тоже.